Достаточно часто разговор происходит о том, каким образом все вообще это делается. Что лучше использовать, как выглядит рабочий стол, определенные приемы, хитрости. Вот сейчас об этом я хочу рассказать. Рабочий стол. Я специально показываю его во всей красе. Это боевой рабочий стол. Он должен быть, как и любой стол, грязным. Здесь должны быть остатки краски, здесь должны быть остатки клея, так чтобы было видно, что тут работают. Рабочий стол американский, очень удобный. На рабочем столе установлены тиски. Не самая нужная вещь, но очень часто помогает. На рабочем столе должна быть установлено освещение. Вот сейчас это освещение работает, это освещение общее. И обязательно должно быть освещение точечное. Вот такой вот, по возможности, мобильный светильник, который может светить в одну точку, а может, наоборот, светить на большой плоскости. Вот эти вещи обязательно. Для того, чтобы проводить съемку, хватает простейшего и очень недорогого девайса. Поставлю-ка я это сюда. Самое главное в нашей работе это вот эти три инструмента. На них ни в коем случае нельзя экономить. Ни при каких обстоятельствах. Это должны быть самые дорогие инструменты, которые у нас используются. А именно кусачки, очень качественный, дорогой пинцет, и скальпель. Важно также использовать прочие вещи. Мне помогают мультитулы двух видов. Обычный, простой, очень недорогой китайский и довольно дорогой, всем известный, прекрасный швейцарский мультитул нож. Менее важные инструменты таковы. Широкий и очень острый нож. Пила. Ну и, конечно же, увеличительное стекло, лупа. Для того, чтобы зачищать детали, всегда используется наждачная бумага и надфиль. От самой легкой простой бумаги к средней, к суровой бумаге. Прошу внимания на вот этот надфиль. Он очень и очень мягкий. Такой же примерно мягкий, как эта бумага. А это сразу видно. Суровый и мощный инструмент. Вот мои инструменты, с которыми я обычно работаю. Этого всегда хватает инструментов, не должно быть много. Инструменты должны быть удобны. И для того, чтобы объяснить, что я хочу сказать, я часто использую все, что под руку попадется. В качестве зажимов самые обычные прищепки. Нужно только смотреть, чтобы они были очень и очень мягкими. Вот здесь. Для смешения краски палочки из китайских и японских ресторанов и обычные пробки. Для тонкой работы пригодятся вот такие вещи, как палочки. Это зубочистка и, конечно же, спички. Вот, в общем, и все для того, чтобы сделать корабль. Больше ничего не нужно.
я рекомендую в обязательном порядке использовать подобного характера небольшую емкость. Лучше всего, если она будет разделена на несколько, для того, чтобы туда попадали самые-самые маленькие части. Вот, например, здесь сейчас лежит разобранный самолет, гидросамолет с одного из кораблей. Для работы используются обычные ножницы. И у меня есть набор дешевых пинцетов. Для чего они используются? По их внешнему виду сразу видно, что используются они для того, чтобы держать деталь, которая красится. Дорогим пинцетом этого лучше не делать. А вот некоторые мелкие детали просто нужно удерживать, когда ты на них брызгаешь краской. Пластиковый клей от Tamiya для того, чтобы работать по поверхностям. Он удобен тем, что у него кисть. Пластиковый клей от Revell удобен тем, что он работает по точечным поверхностям за счет своего длинного хоботка. Для того, чтобы склеивать металл и пластик, нужно использовать суперклей. Обычный льющийся суперклей, Gorilla, его используют часто. Не самый обычный клей, Bison. Он долго сохнет. Хорош тем, что от него не остается никаких следов, в отличие от Gorilla, где все-таки белые потеки часто остаются. И самое лучшее, самый последний клей Pattex Ultra Gel. Его можно использовать абсолютно везде. Единственный минус его — это те же самые белые потеки, которые там остаются.